Всем привет! Новое, так скажем, видео по моим размышлениям. Собственно, я всех предупреждал о том, что я буду этим делиться здесь на канале. И вот сейчас посмотрю, в телефоне у меня было записано пару тем, по поводу которых я хотел бы с вами поделиться. Сразу предупреждаю. Темы, несколько философского порядка или вероятно, философского, псевдофилософского, я не знаю, как это назвать. То есть, просто темы поразмышлять. И опять же, сразу упоминаю о том, что это лишь мое мнение, все то, что я скажу, и даже не столько мнение, сколько, так скажем, размышления насчет каких-либо событий, позиций в мире и так далее. К тому, что то, что я говорю, я не утверждаю о том, что это истина или не истина, то есть вот просто размышляю. И, в принципе, со своей стороны призываю остальных тоже прежде всего размышлять, а потом когда-нибудь узнаем, что есть истина. Вот, так вот, о чем хотелось бы мне поговорить. О том, как мог бы развиваться мир, если бы все пошло по-другому. Довольно такое общее, получается, понятие. На самом деле все довольно просто. Хочу выразить это тем, что человечество, оно и человек, как представитель человечества развивается, так получилось, что развитие пошло вот определенным образом, то есть развивались определенные навыки, человек там, допустим, грубо говоря, вкладывался там в развитие, в использование там инструментов, в развитие мозговой деятельности и так далее. Но вот у меня вопрос, что если бы человек настолько же сильно бы вкладывался в развитие духовности, в развитие вот именно каких-то элементов души, развитие нематериальности, абстрактности, то есть здесь сразу хочу, опять же сказать о том, что не стоит там пугаться слова духовность, в том плане, что я не говорю о какой-то религии в таком роде, опять же, я по этому вопросу различия религии, веры, духовности тоже хочу снять еще одно видео. В общем, суть в том, что, слово «духовность» не стоит бояться, слово «дух» не стоит бояться, если там, например, или не то, что бояться, допустим, презирать или сторониться, то, что в определенных кругах называется словом «дух», или «душа», или «духовность», все, что с этим связано. В других кругах это называется, например, словом «энергия», или там сила, то есть та нематериальная составляющая жизни, которая нас в том числе формирует и формирует, в принципе, весь окружающий мир. Опять-таки, не ходя далеко, вот буквально там прочитал в книге, не знаю, опять же, насколько, корректно вставлять данные факты сюда, то, что, опять же, как вот человек изучил, что тот же самый атом состоит прежде всего по большей части из энергии, а не из материи, то есть мы с вами по большей части энергия, а не материя, даже при том, что мы видим друг друга вот как плотяные сущности какие-то, мы на самом деле прежде всего сущности энергетические, опять же, на самом деле, еще раз, то, что я говорю на самом деле, мое личное мнение, вот. Так вот, если бы человек больше вкладывался именно вот в эту энергетическую составляющую, как бы он, кем бы он стал, кем бы он был, что бы он мог делать, как бы вообще, в принципе, существовал мир, как бы человек воспринимал этот мир, и как бы мы сосуществовали друг с другом, я думаю, кардинально бы все было бы иначе. В принципе, я думаю, что, какое-то мое размышление о том, что многие, опять же, духовные течения, религии и так далее, пытались показать людям о том, что,
Если мы будем больше уделять внимание именно вот какой-то энергетической составляющей, духовной составляющей, то мы сможем достичь большего, мы сможем, грубо говоря, соединиться со светом. Ведь свет, опять же, да, мы имеем, что это не материя, да, это энергия, волна, да, говорят. Ну, не знаю, в общем, о том, что, опять же, это то, что мы сейчас знаем. Это те представления, которые у нас сейчас есть, да, о мире, которые меняются с каждым разом. В общем, то, что я называю энергией, вот это нематериальная составляющая. Так вот, можно назвать ее энергией, можно назвать ее светом, допустим, скажем так, да, человек есть свет. Часто используется в разных текстах, у разных авторов и в разных вообще культурах понятие света как, ну, да, то есть вот этой ясности, этой духовности, этой энергетики, да, возникло такое понимание о том, что если человек есть свет, если человек есть вот эта вот энергия, явная, чистая энергия, дух, то человеку нечего бояться. И здесь, опять же, хочу объяснить, что страх, ну, здесь разный страх может быть. Здесь может банальный страх, да, каких-то бытийных, житейских каких-то вещей, событий и так далее. Так и, в принципе, ну, страх в более глобальном плане, допустим, ну, какое-то негативное предчувствие изменений там или что-то такое. Да, то есть, если, допустим, даже если мы возьмем такие вот, еще раз, простейшие темы, как, например, здоровье человека. Если ты есть энергия, если ты можешь управлять своей энергией, да, если ты воспринимаешь себя прежде всего как энергию, то, например, ну, что тебе может повредить? Да, то есть если ты управляешь своей энергией, то ты можешь, ну, еще раз, изменять то, что происходит с твоим телом. И в этом плане, то есть человечество еще далеко, очень далеко от того, чтобы, да, там, контролировать свой разум, контролировать свое сознание и контролировать свою энергию. То есть получается, в общем, да, здесь ключевая мысль у меня была в том, что если ты свет, да, то как тебе что может повредить? Как тебе может что вообще, ну, затронуть тебя? Если ты энергия, если ты воспринимаешь себя прежде всего как энергию, то тебе ничего не страшно. И ты взберешься на гору, и ты упадешь с горы, и ничего не будет. Да, то есть, ну, конечно, какие-то материальные... Ну, еще раз, это наше представление, что, да, ты можешь сломаться, я не знаю. Но если твоей энергии достаточно для того, чтобы созидать, то почему бы и нет? То есть вот о чем мысль, это о том, что негативная энергия, которая может, да, на тебя влиять, ты своей позитивной энергией можешь ее блокировать, да, то есть часто люди могут там просто, я не знаю, на человека влияет негативная энергия, он этому поддается психологически, так скажем, угнетается, да, но если у тебя есть сила это, то как бы ты можешь этому противостоять. Разные примеры, да, то есть это со здоровьем связано, это связано там опять же, с психологическим здоровьем, это может быть связано со всем чем угодно, да, то есть, опять же, мы есть единое энергетическое поле со всем миром, то есть в какой-то момент, да, то есть в какой-то момент мы сможем чувствовать весь мир, как чувствовать вот эти энергии всего мира. Многие люди это могут лучше, чем другие, ну, не многие, то есть некоторые люди могут это чувствовать, ощущать лучше, чем другие. Вот о чем хотелось сказать, о том, что, да, получается, человек, он есть свет, только хотелось бы, чтобы он это понимал еще, вот, и пользовался бы этим, и стремился бы к тому, чтобы вот эти пределы расширять, да, то есть потому что материя – это предел. Моя рука, вот это предел, у нее есть пальцы, да, там, которые вот определенную форму имеют, но то есть как бы вот это тело и вот эти пальцы, внутри этого всего есть энергия, у которой нету разницы, да, между вот положением здесь и положением вот за пределами.
То есть энергия повсюду. И в этом плане, то есть нас ограничивает материя, но не энергия. То есть энергия — это безграничное поле творчества, безграничное поле изменений, и безграничное поле того, что, ну, вот наших способностей, опять-таки, да. Если бы человек больше вкладывался в энергию, в духовность, собственно, то, о чем я говорю, то он был бы более могучим, наверное, так можно сказать, да. И опять же, да, если человек воспринимает все именно через призму физического, через призму визуального, да, то он и воспринимает все, естественно, категориями ограниченности, да, вот, то есть те слова, которые, да, в Библии, там, например, тоже звучат о том, что Бог сотворил, да, там, например, мир словом. То есть, ну, здесь это не то, что, да, там, да будет мир, или там, я не знаю, хотя кто знает, но энергия, да, то есть вот эта вот энергия, она сотворила мир, она держит этот мир, и энергия нам дает безграничность всего. В общем, поэтому хотелось бы, чтобы люди больше бы уделяли внимание тому, что они не просто там плоть и кости и чуть-чуть мозгов и мыслей, а о том, что за всем этим стоит жизненная сила, используя которую и согласовываясь с которой, мы можем многое, очень многое. Вот. На самом деле хотел осветить еще одну тему, но я думаю, этого достаточно даже. В общем, да, спасибо всем за внимание. Будут еще видео и по рассуждениям, и по стихи мои, поэтому оставайтесь со мной, если вам это все нравится. Вот, ну, в любом случае, мне интересно узнать ваше мнение на этот счет, поэтому с радостью буду, ну, хотя я понимаю, что некоторые комментарии, возможно, и не с радостью буду читать, но просто пишите в комментариях, что вы думаете, и, опять же, ваше мнение. Интересно, все-таки все мы люди, интересно, как вот кто находится в каком моменте понимания и принятия, например, ну, не то, что принятие, да, именно кто как вот воспринимает то, что я сейчас сказал. В общем, да, пишите комментарии, и буду рад, если вы подпишетесь, там, полайкаете что-нибудь. Все, всем пока.